Привет! Меня зовут Наталья, и я рада видеть вас на своем канале Цветок Персика. Сегодня мы продолжаем делать нашу композицию с цветками пиона. Сегодня мы будем делать бутончик вот такого плана. Итак, мы начинаем. Что для этого нам понадобится? Мастихины, белая штукатурка, штукатурка цвета лайм и немного зеленой штукатурки. Вот такие яркие, красивые листья у нас получаются. Я сформировала еще одну веточку. Основа у меня был более холодный зеленый цвет, на этой веточке более теплый, чтобы они хоть как-то друг от друга отличались. И сегодня мы с вами еще сформируем маленький бутончик, а уже в следующем видео будем формировать полураскрывшиеся бутоны. Так, что для этого мне нужно? Я вот эти два мастихина, один побольше, один поменьше. Сначала я беру зеленый цвет. Да, вот я выложила на палитру, почистила ее от зеленого. Зеленый это для чашелистика под наш бутончик, и белая штукатурка со смесью вот с такой вот яркой нежно-зеленой краской, штукатуркой, мы будем формировать непосредственно листочки нашего не раскрывшегося бутончика, лепесточки вернее. Так, я приступаю к набору. Мастихин я взяла побольше и такой более широкий. Так, вот я должна сначала сделать горочку. Убираю лишнее. Протираю свой мастихинчик. Не забываем, что мастихинчик мы протираем всегда-всегда. Это должно уже быть на автоматизме. Вот видите, у меня начинает формироваться лепесток. Я его не буду делать очень большим, высоким. Ну вот столько мне хватит. Вот. Снимаю на палитру. Вот, и из этого сформировавшегося лепесточка я должна сделать чашелистик. Вот куда я хочу посадить этот маленький бутончик. Вот здесь пространство, где у меня задние фоновые листья, и ну, вот как бы получается место, которое не очень красиво оформлено, поэтому сюда я посажу маленький бутончик, и как бы это место будет скрыто красивым декоративным элементом. То есть мы по ходу работы смотрим, где что мы можем сделать. Так вот, из такого плоского лепесточка мне сейчас надо сделать полукруг. Как я это делаю? Придерживаю пальцем. Так, не знаю, так, наверное, не видно, как бы мне это сделать. Ну, в общем, я придерживаю рукой один край, чтобы он у меня никуда не сдвигался. И второй край лепесточка я подвожу к первому, как бы пытаясь создать такой полукруг. Вот. Посмотрите, видите, у меня получился такой полукруглый, как чашечка, лепесточек. И это у нас основа бутончика. Я располагаю вот в этом месте нашей работы. То есть всегда хочется помочь себе рукой, когда снимаем лепесток с мастихина, но лучше так не делать, а
помогать именно мастихином, потому что мастихин срезает лепесточек с другого мастихина и не повреждаю. Когда мы пытаемся задеть вот эту состоящую из мокрой штукатурки часть лепесточка пальцем, то мы, как правило, там что-то смазываем, деформируем, и это уже не есть хорошо. Вот, я с внутренней стороны закрепляю хорошо, чтобы он у меня никуда не делся. Также я могу взять кисточку и немного подтонировать, чтобы этот лепесточек у меня был в одном фоне с нашими основными листочками. Но сильно я не буду, потому что все равно, когда чашелистик делаем, он от не раскрывшегося батончика, он все равно более светлый. Я просто подтонирую самую малость. Так, вот здесь еще надо закрепить, он как-то неустойчиво. То есть, когда вы устанавливаете какой-то элемент композиции, вы всегда проверяйте, насколько устойчиво, крепко это все закреплено в работе, потому что пока у нас штукатурка влажная, мы все можем исправить, подправить. А когда уже все засохнет, это, наверное, будет сделать невозможно. Но не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Теперь я вытираю от зеленой штукатурки мастихин. Беру, у нас тоже надо почистить, потому что здесь буду формировать листочки, чтобы мне зеленая штукатурка не мешалась. Она мне еще понадобится, я поэтому ее не убираю. Ее более компактно сложу. Так, я беру, то есть мы смотрим, какого размера у нас вот сформировалась вот эта чашечка под наш бутончик. И смотрим, какого размера мы можем сформировать бутончик. То есть вот я беру кусок штукатурки, можно руками, можно непосредственно на работе, формирую что-то похожее на шарик, вот так вот протыкаю и устанавливаю на работу. Можно точно так же вот таким протыкающим движением вовнутрь как бы закрепить вот этот элемент, внутреннюю часть нашего бутончика, как бы закрепить, сцепить с поверхностью работы, с лепесточком. То есть вот я ее делаю. Вот, и теперь вот этот сформированный элемент мы должны обнять непосредственно лепесточками. То есть их будет немного, но они будут. Вот. И почему я выложила вот такой вот ярко-зеленый цвет, вот я его покажу поближе. Он называется, скажу, лайм, то есть такой холодный, яркий весенний цвет. То есть, когда делают белые пионы, делают часто с добавлением розового, либо чисто белый, либо с добавлением розового. Вот при формировании этих пионов мне захотелось вот серединку пиона и какие-то лепесточки сделать не розовыми, а такими зеленоватыми. Поэтому вот я буду использовать в качестве тонировки вот такой вот цвет. И так как у нас это бутон, то есть получается, что концентрация вот такого зеленого цвета, она будет достаточно высокая. Поэтому сейчас я перемешаю вот этот вот
кусочек зеленого цвета с белой штукатуркой, и у меня получится цвет совсем уж светлый, зеленоватый оттенок, но тем не менее он будет не белый, а именно зеленоватый. И вот таким вот оттенком. Потом мы этот зеленый будем использовать при формировании цветка, именно вот где-то в серединке, где цвет более насыщенный, будем этот зеленый добавлять. Некоторые лепесточки также будем делать таким цветом. Вот видите, то есть у меня видно отличие. Вот это получился совсем нежный зеленоватый оттенок, и вот он мой белый цвет. И вот именно вот таким вот слегка зеленоватым оттенком я сейчас буду делать лепесточки, которые у меня будут окружать мой бутончик. Все как всегда, то есть основа, наша горочка, которая используется абсолютно для формирования всех лепестков. Вот она у меня получилась зеленая, а я вот сейчас со стороны, где у меня белая штукатурка, буду делать набор. Но набор я буду делать не обычный, а с упором на носик мастихина, для того, чтобы у меня край лепесточка получился таким рваным. Вот видите, он у меня, во-первых, таким веером получается, во-вторых, рваный. Вот. И с оборотной стороны видно, что часть лепесточка зеленоватая, а часть белая. Так, снимаю этот лепесток на палитру. Кстати, горочка у меня не нарушилась, поэтому я ее очищать не буду. А для установки лепестка я просто-напросто возьму другой мастихин. Мастихин поменьше. Вот он мой лепесточек. У меня есть оборотная сторона рифленая, но мы будем использовать гладкую сторону. Переверну работу. Это то есть мы таким опоясывающим движением устанавливаем наш лепесток на работу. Если что-то лишнее там, не боимся, срезаем. Таких лепесточков надо сделать несколько. Сейчас я закреплю это. Да, и вот вы, наверное, заметили, что я кручу-верчу работу во все стороны. То есть работа у нас не закреплена. Она не должна быть статична. Мы ее крутим и вертим так, чтобы нам было сподручно к ней подобраться и установить лепесток так, как нам надо. И вот я снова таким движением, создавая рваный край, формирую лепесток. Вот видите, он у меня вот такой рваный получился. Причем сочетание зеленоватого с белым. Наверное, еще немножко. Так, снимаю его. Сразу счищаю вот этот лишний уголок. Вот, корочка у меня почему-то не нарушается, на удивление. И может быть сразу еще один лепесток тогда сформирую. То есть вот, не знаю, видно, нет, при формировании лепесточка делаю упор на носик мастихина.
Вот, посмотрите, какой он кучерявенький, красивый получается. Вот. Срезаем его. И теперь устанавливаем. Просто никак не могу понять, как мне будет сподручней. Так, устанавливаем на гладкую сторону. Вот я его закреплю с внутренней стороны. Видно, не видно, попадает в кадр. Делаю движения, которые помогут мне закрепить этот лепесток с основной частью бутончика, и наклоняю. Так, тут мне что-то не очень нравится. Какой-то грубый комок, мы его сейчас просто срежем. Вот. То есть мы показываем, что у нас есть бутон. Который уже вот-вот готов раскрыться. Вот. Видите, такой вот он зеленоватый. И мы сейчас сделаем еще один вот этот вот наш установим лепесточек. Вот он у нас беленький получился. Вот оборотная сторона вообще чудесная, кружевная просто какая-то. Не знаю, может быть, оборотной стороной установить. Лицевой. Так, ладно, сделаем лицевой стороной. Вот. Такой лепесток. То есть не забываем следить за тем, что у нас форма бутона, она такая круглая. Вот, и сейчас мы сделаем еще один зеленый элемент из зеленой штукатурки. Который закроем нижнюю часть нашего бутона. Переворачиваем палитру и используем вот этот цвет. На какую сторону набирать этот элемент нам не важно, потому что он у нас одиночный. И по большому счету это без разницы. Так, я его вот снимаю. Очищаю лишнее с мастихина. И перед тем, как установить, вот он у меня получился. Но тут я его сжимать вот все равно надо немножко. Вот, я его выворачиваю на обратную сторону, чтобы показать его именно здесь. Так. Вот, устанавливаем
часть нашего бутона. Вот, тут уже прям явно видно, что это бутон именно пиона. Наклоняем именно к бутону, чтобы он как бы обнимал, наш бутончик. Вот. Точно так же можно немножко кисточкой путать. Самую малость, потому что все равно у бутончика более светлая часть. Но просто чтобы объединить с остальной работой. Вот такой вот бутончик у нас получился. Немножко его подправим. Вот, кстати, полезно крутить еще работу со всех сторон, потому что с разных углов зрения видно, когда где-то что-то идет деформация. То есть, если нам нужен круглый бутончик, то вот я вижу, где-то он у меня уже не становится совсем круглым. И пока у меня штукатурка мокрая, я могу все это дело подправить. Еще вот к этому бутончику можно сделать небольшие. Вот я даже возьму немножко вот такой светлой штукатурки. Вот так вот перемешаю слегка. И сделаю буквально несколько, пару-тройку таких лепесточков, которые отходят непосредственно от бутончика. Сейчас еще сформируем. И можно еще один, чтобы одним разом потом все установить. Вот я сформировала 3 лепесточка. Как они называются, не знаю. И сейчас мы их попробуем установить на работе. То есть под бутончик устанавливаем такой вот элемент, как чашелистик, или как он называется, я не знаю. Вот. То есть получается, у бутончика, конечно, нет таких больших листьев, но у нас есть листья в композиции, а бутончик он лежит. Мы потом еще дополнительно добавим от него веточку, которая будет тянуться.
вверху. Так. И можно еще один установить. Вот, можно их немножко изогнуть, чтобы был дополнительный объем. Так. Так, я кручу работу. Когда работа лежит ровно, я примерно ориентируюсь, когда она попадает в кадр, когда нет. А когда я ее так кручу, я не знаю. Может быть, когда-то она у меня выпадает из кадра. Потом, конечно, это будет все видно, но это будет уже поздно. Так. Вот, я самую малость хочу. Не знаю, может быть, даже взять какой-то другой цвет зеленого. Вот такого самого основания обозначить этот темный зеленый цвет. Вот я хочу именно оставить, что у бутончика более светлые все эти лепесточки. Вот у основания я сделаю более темные. Листочку сейчас пробую. К окончанию листочка они у меня будут более светлые. Вот, что мне не нравится, как у меня лег вот этот лист. Сейчас я, наверное, обрежу. Закреплю к этому листочку. Так, а тут мне надо почистить. Вот так. Вот. Сегодня мы с вами научились формировать листики пиона. Сформировали 2 веточки. Конечно, у нас будет еще. Потом я продолжу эту работу. Сформировали маленький бутон. Еще у нас будет бутон в этой части цветок и цветок в 3/4. То есть 5 элементов, но все эти элементы, они будут уже в другой части нашего мастер-класса. А на сегодня у меня все. Спасибо за то, что вы были вместе со мной, за то, что вы делаете вместе со мной. Вдохновляйтесь, создавайте, подписывайтесь на канал и пока-пока.